Приветствую вас, дорогие мужчины. Сегодня захотелось сделать расклад именно для вас, специально под ваш запрос. Настройтесь на ту ситуацию, которая вас сейчас больше всего волнует. Подумайте о ней, назовите вслух свое имя, и мы начнем. Сейчас для начала посмотрим, кто вы, что вы за человек. Сонастроимся. Итак, м, так, это вы. Приветствую вас. У вас большой внутренний мир. Вы тот, кто чувствует свою интуицию. Может быть, называете это чуйкой или, может быть, не ясновидением, да, яснознанием, но что-то такое, что, что вы точно знаете, не подведет. Это ваше внутреннее чутье. Здесь, скорее всего, это наработки из прошлых жизней. Вы уже все это проработали, и поэтому для вас не составляет труда получать инсайты от Вселенной. Иногда это чувство притупляется, да, понятно, из-за работы, там, каких-то переживаний, стресса, но тем не менее вы умеете входить в это состояние потока и получать ту информацию, которая вам нужна. Не просто так вы и здесь сейчас. Что еще говорят карты про вас? У вас были непростые отношения в жизни, но они уже завершились. То есть эта карта символизирует завершение. Вы вышли из, возможно, каких-то кармических браков, каких-то негармоничных отношений, и сейчас этот вопрос для вас уже закрыт. Вы его проработали. Так, текущие задачи в жизни даются вам, да, у вас есть силы и возможности для реализации практически любых задач, у вас есть энергия, поддержка. Вы такой вечный двигатель. Вы любите, чтобы эти ситуации решались быстро. Не всегда это получается, но такой запрос во Вселенную вы делаете. Возможно, даже неосознанно, но он есть, он у вас фонит, да. Хотите ускорить эти процессы. Сейчас, на данный момент, вы рассматриваете для себя какие-то новые пути, новые горизонты. Возможно, это новые ниши, если вы занимаетесь бизнесом, новые места жительства, если вы планируете переезд. Что-то то, что поменяет вашу картину мира, расширит ее. Вы чувствуете зрелость в этом плане, чувствуете, что у вас есть уже наработки, да, энергия есть, присутствует на этот шаг. И вот это то, с чем вы пришли сегодня ко мне на расклад. Давайте посмотрим, что у вас за вопрос, за ситуация, которая требует совета от высших сил, от карт. Так, ситуация связана с семьей, ситуация связана с местом жизни все-таки, да, или гармонизация, это и то может быть, гармонизация отношений в семье, то место, где ваша семья будет чувствовать себя комфортно, хорошо, радостно, где вы сможете жить с открытым сердцем. Безоблачное небо вот такое над головой, радость, спокойствие за детей. Это то, что вас сейчас волнует. Что еще вас волнует? Да, эта карта уже повторяется у нас из короткого расклада сегодняшнего.
Вас волнует то, что вы не чувствуете себя свободным в своих действиях, в своих решениях. Есть какие-то сковывающие обстоятельства, не зависящие от вас. И это касается в том числе ваших близких людей. Это то, что заставляет вас чувствовать некую тяжесть. И это то, с чем вы хотите справиться, что вы хотите решить. Итак, мы поняли примерно вашу ситуацию, да, с каким запросом вы пришли. Давайте теперь спросим совет у высших сил, что вам делать, кто или что вам поможет, какие ваши действия. Да, здесь идет выбор. Вы, вот есть некая такая зависшая пауза, да, вы в сомнениях, сомнениях. Давайте посмотрим, что делать с этими сомнениями. Покажите нам. Так, очень интересно. Смотрите, по судьбе у вас уже все решено, уже колесо фортуны крутанулось в вашу сторону, в вашу пользу. То есть вот это ощущение, что вы зависли, что вы не знаете, что делать, да, оно иллюзорно даже по большей части, потому что судьба уже решила ваш запрос. Он у вас уже был проявлен, вы, возможно, его манифестировали или просто об этом думали, да, и ситуация уже решается в вашу пользу. Как вы можете ускорить решение этой ситуации или улучшить ее, или как-то прояснить, ну, чтобы вам стало понятнее и спокойнее? Мгм, да. Ситуация такая, что вы уже вот в шаге буквально от решения этой ситуации в хорошую, в конструктивную пользу. Что вы можете сделать? У нас такой был вопрос. Вы можете внутренне начать чувствовать себя соответствующе этой ситуации. И таким образом она приблизится, да, когда ваши вибрации, ваше состояние будет соответствовать этим внешним событиям, то все схлопнется, все произойдет. Как это сделать? Да? Вот если это запрос по семейным вопросам, отношения, да, с семьей или создание семьи даже, то внутренне настройтесь на то, что это уже есть, у вас уже есть. Это гармоничная семья, спокойствие, радость. Внутренне ощутите, что это уже происходит. Никаких сомнений нет в том, что это не произойдет. Если это ситуации, связанные с переездом, то почувствуйте, что вы уже там, подумайте. Ну, буквально, знаете, есть такая практика, возможно, вы с ней знакомы, просмотр будущего. Это когда вы, ну, в таком спокойном состоянии, медитативном или просто в спокойном, тихом состоянии, когда вы один, вы настраиваетесь на то, что через год или через полгода, почему-то полгода тут идет срок, где вы находитесь, какой вы настраиваетесь на будущую версию себя. И оттуда черпаете ощущение состояния, то, которое вам приходит, вот этого достатка идет, да, спокойствие. Вы уже там, ну, если это переезд, вы уже там, вы уже переехали, и вот вы оттуда шлете себе энергию в прошлое, говоря о том, смотри, у нас все с тобой получилось, вот мы сделали это так-то и так-то. И плюс этой техники, что вы также видите шаги, да, при перемотке, какие вы сделали для того, чтобы оказаться там. Попробуйте эту методику, она работает волшебным образом в текущих энергиях. Она сейчас очень актуальна. Так, что еще хотят передать вам карты? Это еще не все почему-то, да? Давайте посмотрим еще. Совет от карт. Здесь идет. Так, совет от карт. И еще один. Ситуация, да? Угу. Так, говорят о том, что эта карта, король жезлов, да, она
говорит о том, что ваша энергетика заряжена на успех. А, Вы сейчас в состоянии того, когда вы вот эти вот негативные конструкции в вашей голове именно должны а, исключить из своей жизни. Вот как, знаете, с таким волевым решением перестать думать про негатив, перестать его аккумулировать в своем сознании. И это моментально приведет вас в такую королевскую позицию внутреннего знания, да. То есть энергия у вас уже есть, и освобождение мыслей ваших от, ну, вот на самом деле наносных ситуаций, они не ваши, это внешние какие-то ситуации. И это единственное, что вам мешает. Когда вы освобождаетесь от них мысленно, то вы приходите к ясному уму. И этот ясный ум, он дает такую четкость, структурированность в реализации ваших планов. Вы прямо вот твердо знаете, что и зачем делать, и в какой последовательности. Это очень сильная позиция. Давайте еще посмотрим, кто вам помогает. Почему-то хочется узнать. Вот все-таки, почему вы все время все сами, да? Давайте посмотрим, кто вам помогает сейчас. Интересно. А кто еще? Нет, никто больше, да? Смотрите. Ответ такой: кто вам помогает? Вам помогаете вы сам, но ваше высшее я. Эта карта олицетворяет безграничные возможности, такого вселенского масштаба. То есть вы очень сильная душа, дух, и у вас есть такие наработки у вашей души, которые позволяют вам буквально создавать реальность, то есть быть творцом своей реальности. Поэтому в вашей ситуации у вас есть все абсолютно инструменты, все для того, чтобы прийти вот сюда. Вы все делаете правильно, осталось только вот немножко поработать, да, вот с какими-то эмоциональными убеждениями, установками, перестать сомневаться, поверить в то, что все уже решилось в наилучшем образом. Позитивное мышление, оно прямо усилит многократно ваши вот эти магические способности. Благодарю вас, дорогой мужчина, за присутствие. Буду благодарна за ваши комментарии и реакции. Спасибо.